Друзья, всем привет! Меня пригласили в эфир на радио «Максимум». И это был мой первый подобный опыт. Сейчас я расскажу, как это было. Мне предложили взять спутник, и я подумал, почему бы им не может стать наш мастер по корпусам Петр Васильевич. Да, Петр Васильевич с нами с 2012 года, почти с самого основания компании «Паста-индикатор». И все самые хитовые модели, которые у нас есть, были сделаны именно им. «Восток-1», «Восток-2». Надо еще заметить, что Петр Васильевич довольно уникальный мастер. И он умеет работать с большим количеством разного оборудования. С ЧПУ станком, с токарным, с лазером, с литьем пластмассы и множеством другого оборудования. А в молодости Петр Васильевич был радиоэлектронщиком и очень знаком как с самими лампами, которые мы используем в часах, так и с оборудованием, где эти лампы использовались. У меня в студии прямо сейчас представители компании Past-Indicator, которые с 2012 года они производят уникальные часы с советскими лампами. Вообще интересную тему мы подняли про сравнение цифрового и аналогового. Здесь можно заглянуть сразу в огромное количество разных сфер. Это и фотография, пленка и цифры, и видео. До сих пор некоторые режиссеры снимают большие фильмы на пленочные камеры. И звук. Здесь можно вспомнить о виниле, записи на магнитную пленку в сравнении с цифровыми записями. И огромные битвы, холивары на тему, что лучше, что приятнее слушать и так далее. Сюда, кстати, даже попадают наши лампы, которые мы используем в часах. Исторически они пришли на смену аналоговому оборудованию стрелочному, и в какой-то степени они стали цифровым индикатором. Но сейчас, с появлением дисплеев, экранов, для нас они выглядят уже чем-то аналоговым. И это довольно забавный факт. Ну, я бы сказал, что люди испытывают ностальгию по прошлому, хотят как-то прикоснуться к вещам, которые существовали до прошлых поколениях, возможно, были близки, и ощутить это. Потому что сейчас все какое-то становится цифровое, и хочется больше аналогового чего-то такого. Вообще было бы интересно, как вы относитесь к аналоговому и цифровому форматам. Например, еще одна сфера, с которой мы все время сталкиваемся, это книги, газеты. И для меня, например, гораздо приятнее, я гораздо глубже погружаюсь в книгу, в работу, если она в бумажном виде. В общем, напишите, что вы думаете по поводу этой темы. Было бы интересно обсудить. Я бы обязательно поучаствовал активно в обсуждении в комментариях. Кстати, это было вечернее шоу с Адамом Джеймсом и Костей Михайловым. Но Кости самого, к сожалению, не было, он заболел. Но с Адамом у нас прошел довольно теплый, ламповый, хороший эфир. Еще в ходе эфира мы обсуждали, насколько вообще сейчас используются старые вещи в повседневной жизни. Напишите в комментариях, какие старые вещи используете вы. И когда Адам спросил меня, какими старыми вещами пользуюсь я рассказал о катушечном магнитофоне и записях моего дедушки. На самом деле, мне это тоже близко. Мне от дедушки досталось очень много разных вещей. И вообще он вдохновитель всего моего проекта. Он в молодости был радиоэлектронщиком, и он всю жизнь собирал и работал с разными устройствами, которые сохранил и передал. Вот сейчас я, например, изучаю его коллекцию бобин. Там разные музыкальные записи, и даже есть записи моих родных, моего отца маленького, и прабабушки, прадедушки. Это очень-очень круто. Все это изучаешь, а вот теперь такой вопрос. А ты это перенесешь потом на цифр? Я перенесу, потому что бобины не живут так долго, как цифры. Да, вот об этом просто вот и говорили. И в конце эфира от слушателей пришел вопрос касательно срока службы ламп
и гарантии. И мы с Петром Васильевичем все подробно про это рассказали. К нам попал один вопрос от Анита. Написала нам вот на мессенджере. Она спросила: привет, Адам, спроси, пожалуйста, у ребят, как долго лампочки в часах живут? Наверняка ведь перегорают в какой-то момент. Ну, такой, наверное, технический вопрос, но все-таки важный, интересный вопрос. Ну, Вадим или Петр? Ну, на самом деле, лампочки служат очень-очень долго. Они могут работать до 30 лет. Там особо нечему перегорать. Технология такая, что внутри газ неон, и лампы, они как вырезаны из листа друг за другом. И загорается не как в лампе накаливания нить, то есть не вот эта металлическая часть, а светится именно неон. И особого износа не происходит. То есть получается, что они служат и служат и служат очень долго. А вы когда-нибудь, не знаю, пробовали его? Или вы создали первые часы, и он еще до сих пор работает, все нормально? Ну, у меня есть часы 2012 года, которые одни из первых, которые я подарил отцу. И они работают без замены ламп. Ну, а если замена все-таки надо делать, это, я так понимаю, мы не можем пройти прямо в магаз, который там рядышком, купить себе лампочку и закрутить. Но в случае, если что-то происходит, мы поставляем просто как запасную часть эту лампу. И человек сам может там поменять в часах, если она вышла из строя. Это гарантийный случай. Гарантия у нас была там год-два, сейчас до 5 лет уже гарантия стала. Вау! На часы. Поэтому тут особых проблем нету. Особых проблем нету. Ну что, спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня вот на эфире. Тебе, Адам, спасибо. О, Спасибо, спасибо. Всегда интересно говорить с интересными людьми. Это все, это то, что я всегда говорю. Значит, спасибо, Вадим и Петр, представители компании Past Indicator, который, конечно, можно еще раз найти на интернете, на сайте past-indicator, как раз все американскими и английскими буквами написано .com, pastindicator.com. Посмотреть на то, что они делают, это очень красиво, очень стильно. Большое спасибо Адаму за классный час и эфир. Было очень приятно с тобой познакомиться. Спасибо Радио Максимум за приглашение. Обязательно напишите те, кто слушал этот эфир вживую.